Итак, никогда не делайте это с чесноком. Здесь 5 штук на 75 сантиметров. Здесь 7 штук. 10 штук. 14. И здесь 20 штук. Если не хотите узнать правду о самых урожайных расстояниях при посадке чеснока и получать в 3 раза больше урожая с одной и той же площади огорода без увеличения трудозатрат. В нашем случае проводим 5 рядов с междурядьем 20 сантиметров. Это наглядное видео, в том числе для тех зрителей и практиков, которых смущает слишком большая густота посадки чеснока в наших фильмах. И для практиков, которых смущает, что мы сажаем чеснок наоборот, слишком на большом расстоянии. А также и для разномастных критиков-фантазеров, которые, не задав ни одного вопроса, ошибочно думают, что знают лучше нас самих, какая густота посадки для нас выгоднее и правильнее. В этот раз у нас еще несколько экспериментов по чесноку. И еще один эксперимент вот здесь. Все вот эти участки длиной 75 сантиметров. Палки стоят через 75. Так распределили. Попробуем подобрать оптимальную густоту посадки конкретно для этого сорта чеснока. Здесь сорт не такой, как там. Там мы уже определились. В ряду через 7 сантиметров. А здесь мы подбираем. Для нового сорта с неизвестным названием. Здесь 5 штук на 75 сантиметров. Здесь 7 штук на 75 сантиметров, здесь 10, здесь 14, здесь 20. Посмотрим, где какой размер будет, какую массу даст итоговую. Ну и определимся, как этот сорт сажать. Все, экспериментальные схемы посадки показали, можно закапывать. Ну и прежде чем показать урожай и итоги исследований, несколько слов об условиях проведения эксперимента в этом сезоне. За период между посадкой и сбором урожая. Для самых внимательных и вдумчивых практиков. Кому кажется лишним, промотайте. По нашей традиции основной смысл видео для любителей краткости полностью в первых 30 секундах фильма. Сегодня середина ноября, вот мы только посадили чеснок. С каждым годом сейчас сажаем все позднее. В прошлом сезоне было в начале ноября, ну вот сейчас уже на 2 недели позже. Вот так климат меняется. Так вот климат меняется. И все еще тепло. Неделя-две, думаем, чесноку хватит, чтобы там начальный корни пустил. Скорее всего будет, конечно, зимой еще оттепель, он зимой расти будет. Он при 0 градусов растет. Чеснок на зиму не накрывали сеном. Потому что вот сегодня 9 января, до сих пор была плюсовая, вплоть до плюс 10. Мороз, если и был, то очень редко. Ну а потом в прогнозы и увидели, что ожидается порядка недели до минус 20. Хотели было накрывать, но в прогнозе и снег был. Вон видно, слой какой выпал. Это вот буквально вчера насыпало. До этого практически снега не было, тоже плюсовая. Если выпадал, сразу растаивал. Ну и такого слоя вполне достаточно, чтобы чеснок не вымерз, если что. Кстати, он еще не пророс у нас, потому что посадили довольно поздно. Ну и все нормально. По ночам подмораживало, днем плюсовая. Конечно, не каждую ночь подмораживала. Так что если мульчировать его и будем, то уже, видимо, когда сойдет снег. Ну, впрочем, ожидается примерно через неделю где-то плюсовая температура опять. Ну, вот там, наверное, снег сойдет. Ну и тогда, наверное, сено насыплем. Как раз будет достаточно промороженная земля. Ну, вообще посмотрим. Возможно, уже его и не надо будет спасать от мороза. Смотря какой прогноз погоды будет. Итак, пробароновали участок. Весной. И нам зимой пришел чеснок, новые сорта. И мы решили его посадить. В принципе, тот чеснок, который мы уже осенью посадили, он еще не взошел. Да, а этот новый тоже вот сегодня 12 марта. Поспешим посадить. Возможно, он даже и не отстанет. Ну и сразу всю чесноковую грядку сейчас замульчируем сеном. На зиму не засыпали, было слишком тепло. Сейчас мы это дело быстренько подмульчируем. Ему потеплее будет. Ну и новому, который посадили, больше шансов будет прорасти, соответственно. Ну, сено вроде не особо замороженное.
Это вот верхний слой, видать, Ну да. отмёл. И когда даже минус 25 было, лежал достаточно, не то чтобы большой, но слой снега достаточный был. Мы не боялись, что чеснок вымерзнет. Но он и не вымерз. Это видно хорошо. Видно, что показался уже. Ну, впрочем, он в таком состоянии уже порядка месяца. Это понятно. Сейчас вот земля на глубине корней просто замороженная. Так что прикроем и уже пускай пробивает сам потом. Ну и, возможно, слегка сбрызнем водой завтра уже днем, чтобы сено слегка слежалось и не сносило его ветром. Чувствуешь, вечереет и сразу прям Да, становится очень холодно. да, я чувствую уже Уже мороз, конечно. морозяка. Надо эти помидоры с парника убрать. Да. Главное не забыть, а то там... Да. Не забудь. Весной у нас возможен мороз порядка минус 15 градусов, способный повредить всходы. Поэтому и мульчируем сейчас. Я как определяю, что холодно. У меня пальцы в перчатках нет. Да у меня тоже, признаться. Жесть. Так, ты все замульчировала, а я что-то по маленьким партиям. А я больше проношу. Да, да. Ну еще пучок буквально и все. Думаю, мне вот сюда еще немножко сыпануть надо. Так мало насушим, мне еще раз придется бегать. Так что неси побольше. Ага. Оба. Ого, вот засыпали, так засыпали. Потом придется снять часть. А я думаю, пролезет. Слегка, я думаю, смочим воду, сильно заливать не будем. Там еще влаги полно в земле. Все, вроде. Да, справились. Справились, успели. Да. До темна, все. Теперь пошли помидоры спасать. Да, пошли. Так, ну и Ну, последние лучи. последние лучи, да. Так что забираем помидоры отсюда. Ой, ну, пока тепло еще чувствуется. Да, да. Хорошо, несем в дом. Опа. Что там они, живые? А куда они денутся? Ну, все в дом. А то уже чувствую в воздухе тут уже так для носа ближе к нулю уже, да. Да, да, да. Запускай. Запускаю. О, отлично. Но это не то, что полив, а так чисто-чисто прижать сено. Влаги-то в земле там навалом. Но все равно же сегодня 13 марта, а мы уже с поливалкой. У нас уже сезон открыт. Мы уже трудяшки. Не, ну в любом случае реально дождя уже с месяца нет. Ну да. Но еще недавно снег был. Поэтому так. Отлично. Просто ветер штормовой еще. Да, ветрище сегодня такой, что ух. Но между тем сено лежит. Да, сено никуда не делось. Хотя ветер штормовой сегодня весь день дует. Ну все, вырубать? Да. Воду. Да. Опс. Все. Как удобно. А так выглядит чеснок 31 марта. Кстати, в прошлом году он в это время, мне кажется, чуть даже покороче был. Ну в этом году хорошо, прям отлично. Весна была более теплая та. Ну да, начало, но потом вот. Да, ну потом вот это апокалипсис снежный. Да. А в этот раз все так более немножко плавно, Угу. более медленно. И при этом резко. Резко, да. Резко, потому что уже с конца марта температура воздуха на улице была от плюс 30 и больше градусов жары днем. А поскольку в этом климатически аномальном сезоне поливных дождей не было, начиная с февраля и всю весну, да потом и все лето, конечно же, мы поливали и чеснок еще не раз, в том числе и весной, ради полноценного появления всходов над сенной мульчой. Мы эти зеленые лужайки поливали, чтобы они были зелеными, и чтобы нам было где брать сено для мульчирования всего огорода на лето. Чеснок на 12 апреля подрос довольно хорошо, уже успел. И который сажали под зиму, и который уже вон там в конце сажали весной. Здесь вот это проверяем оптимальную густоту посадки для сорта с неизвестным названием, который у мамы взяли. Видно, там реже посажен. Все ряды взошли нормально. Здесь гуще, гуще, гуще. Посмотрим, где получше вырастет. Поливаем чеснок. Поливаем лук. Аномальная жара и засуха продолжается. Добавились и аномальные морозы. До минус 10 градусов мороза ночью в мае. Да, так и держится минус 10. Хо-хо. Минус 10. Дожили. Сделаем крышу даже над чесноком в мае. Ну что это такое? Даже в марте-апреле никогда не накрывали чеснок.
А тут морозит так, что ой-ой-ой. Вот эти вот листья легли после минус 10. И так и остались на земле уже. Они не померзли, но зафиксировались уже внизу. Это вот как раз листья сорта чеснока, с которым мы проводим эксперимент. Кстати, напоминаем, что удаление стрелок чеснока повышает урожайность от 20 до 40%. Причем наиболее эффективное обрывание чесночных стрелок проявляется именно в жаркие засушливые сезоны. Опять же, это и дополнительный зеленый урожай, ведь приготовленные чесночные стрелки сами по себе вкусная еда. Задолго до поступления основного урожая подземных луковиц чеснока. 9 июля убираем чеснок. Итак, убираем чеснок, где проверяем густоту посадки. Какая густота даст более интересные результаты. Здесь вот самый редкий, здесь самый густой. Итак, первый ряд, где самая редко посажена, вот такая чесночина, луковица чеснока. Очень неплохо. Уборка началась. Конечно, урожай каждого из экспериментальных рядов чеснока складываем в отдельные пучки. И чтобы исключить ошибки, распределяем все пучки в том же порядке, в котором были расположены и ряды. Итак, наглядно. Сначала наглядное сравнение. Этот чеснок был посажен через 15 сантиметров. Вот этот посажен через 11 сантиметров. Этот посажен через 7 сантиметров. Этот посажен через 5 сантиметров. И этот посажен через 4 сантиметра. Да, видно, здесь больше мелкого. Здесь больше мелкого. И здесь попадается мелкий. Но между тем, например, вот этот и вот этот примерно одинаковые явно внешне. Здесь тоже есть крупный вот. То есть в данном случае вот здесь через 11, здесь через 7. То есть вот примерно вот так, на мой взгляд, пожалуй, стоило сажать. Вот что-то среднее между вот этим и вот этим, это было бы оптимально. Если бы хотелось получить достаточно высокую урожайность чеснока без заметного уменьшения размера луковиц. Ну так в целом видно, что даже большое загущение не слишком привело к уменьшению размера чеснока. Как ни странно. Хотя здесь, конечно, мелкого больше всего. Здесь, скажем так, через 4, через 5, но это явный перебор. Ну а вот это нечто такое. Золотая середина. Это при посадке в 5 рядов. Ну вообще взвесим сейчас и посмотрим разницу именно в урожае с единицы площади. Это тоже достаточно наглядный пример будет. Ну и по количеству будет понятно примерно разница в массе на одно растение. Так, взвешиваем. Взвешиваем, запись идет. Ну что, поехали? Угу. Самый редкий. Давай, веси, проверь. Так, на 0. Все, 0 выставлено. Итак, через 15 сантиметров пучок. Так, вложила? Угу. 395 граммов. 395. Так, через 11. С ряда такой же длины. 554 грамма. Больше и больше. Больше. Да. Причем заметно больше. Да. Через 7. 636. О, еще больше. Не такая большая прибавка, но прибавка, да, заметная прибавка. Через 5. Через 5. По диагонали, чтоб, вот. 760. О, прям четко, да? Вот четко, да. нарастающей. Четко прибавляется. Так, на, вкладывай. Через 4. Так, вот это. Лишнее барахло там не нужно. На. Чтобы все объективно было. Через 4. Через 4 сантиметра. 1029 граммов. Обалдеть. Килограмм. Но разница вот там смотри. Сколько было, не помнишь? 390 с чем-то, Да, около 400. да. В общем, разница почти в 3 раза тут получается. Ну да, да. Ну. Ну смотри, размер. Вот этот
и вот этот. Все-таки разница есть Да, в размере, Да, вот как бы вот так но на в одном уровне, килограммах да. В килограммах тут... это, и- конечно, Да, да. Есть тут и крупненький вполне, но он скорее средний такой. да, здесь вот все-таки вот этот хороший. Здесь явно... Тут он практически весь такой Да. крупный, да. То есть тут каждый выбор делает сам. Да. При этом Что вот ему тут в 3 надо? раза меньше, тут в 3 раза больше, да? Труда вот на этот пошло на несколько секунд больше при посадке. Да. А то все одинаково. Весь остальной уход, Полив, прополка, мульчирование, ну все абсолютно. перекопка да. под зиму, Да. все, То все. есть Вот. одинаково. Внесение удобрения, опять Да, же, да, то есть да, все, да. вот все процессы. То есть разница по труду в несколько секунд здесь. Да. Вот. А в килограммах А по разница урожайности именно с очень-очень. площади, да, разница. Кстати, в интересно, 3 я, раза. например, не предполагала, как будет. Это интересно. Ну да. Ну как, мне казалось, будет тут явно мельче, Да, вот да, тут а он прям не сильно мелкий, а он а как не бы, да. настолько-то и мелкий. Да, на он самом вырос деле. нормальный, хороший чеснок. Вот который тоже через 11, тоже достаточно крупный, вот сравнительно, да? Ну да. Практически вот они. Ну да, Смотри. практически разницы нету. Вот так Да. я, например, явно размера не вижу. Да. Кстати, расчет по средней урожайности на одно растение полностью подтверждает нашу визуальную оценку. Урожайность с одного растения в первых 2 рядах одинакова. А тут уже идет разница от 7, 5, 4, они вот примерно Здесь уже одинаковые, явно да. больше маленького, да. Да, Вот да. как бы, да, есть тут как бы похожие, вот видно, вот это, например, вот это, они похожи, но чуть-чуть мельче. Мгм. Это хорошо видно и по фактическим данным в таблице. Видно, что урожай с растений в 3-м ряду немножко меньше, чем в 1-м и во 2-м. То есть, в принципе, если ориентироваться нам на размеры, то получается примерно между 11 сантиметрами в ряду и между Семью оптимально. 7. Вот, Тогда да, вес и размер как бы оптимально. да. А если ориентироваться именно на Килограммы. килограммы, Пускай то он не крупный, но вот, он прям это вот 4-5 сантиметров. 5 и 4 сантиметра, это да. Да. Ну, тут, кстати, стоит учитывать, что вот этот ряд, он крайний. Да. Справедливости кстати, ряда. Да. Все-таки центральные, они немножечко вот, ну, Да. меньше питания. Но при этом, опять же, вот этот тоже крайний. Ну да. Но он не крупнее вот этого, который да, гуще и по посажен. весу он не крупный, Да, не больше. И по весу не больше этого. Да. То есть вот этот ряд уже из средних, но у него размер такой же, как у этого. Мгм. То есть вот этот, в принципе, ну как, самый неэффективный вариант в любом В случае. плане. То есть он вроде из края рос, но он не крупнее вот Да, этого да, да. вырос. Вот. Ну а тут уже вот более объективно именно для средних рядов. Все Все. Очень наглядный эксперимент. наглядно, Да. понятно, Мгм. масса понятна, размер понятен, Да. объективно, наглядно, все показали. Да. Вполне достаточно, чтобы вот так вот каждый мог сам самостоятельно определить, на каком расстоянии ему лучше сажать. Опять же, тоже сорт, тот или иной чеснока, сорт, да, Условия, ну, в смысле регион, где Да. выращивает, там уже каждый для себя. уже Да, выбирает. да. Потому что для разных сортов может быть по-другому. Опять же, бульбочки там вообще насыпом, сплошняком да. можно, ну и так далее. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки, И подписывайтесь на наши каналы. чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. И напоминаем, что все наши эксперименты проводятся и технологии выращивания с рекордными урожайностями разрабатываются нами уже треть века в условиях зоны крайне рискованного и неустойчивого земледелия. Напоминаем, что мы выращиваем все растения в жарком климате ростовских, луганских степей. В условиях, где температура воздуха в сезон бывает и выше плюс 40, и температура выше 40 вообще в порядке вещей, и выше плюс 50 градусов Цельсия. А наша глинистая почва легко нагревается и до плюс 70 градусов.